Всем привет, с вами Валентин. Я хочу вам рассказать, как нужно чинить удлинитель, если он у вас поломался. В принципе, проблемы бывают разные с удлинителем, но в основном это какой-то провод просто где-то отошел, либо перегорел вследствие короткого замыкания. То есть как это определяется? То есть вот обычный удлинитель, вилка. В данном случае я взял фильтр, это очень хороший пример. Почему? Потому что его я подключил без кнопки. То есть он сделан напрямую, я вставляю его в сеть, нам на кнопочку нажимать уже не надо, электричество в розетке уже присутствует. Вот. Что нам нужно сделать? В первую очередь, конечно же, отключить его от сети, это очень важно. Вот. После этого раскрутить болты, которые находятся в удлинителе, который держит его пластиковый корпус. Раскручиваем. Итак, я раскрутил болты. И открываем его. Что же у нас находится внутри самого удлинителя? Так, вот что у нас находится внутри. Видите? Кнопочка. Вот эта кнопка. Вот это вот, грубо говоря, входные контакты, выходные контакты. Если кнопка вышла из строя, то связи между ними нет, и я подключил напрямую. Вот здесь вот провода выходят из удлинителя. Эти провода нужно подключить напрямую к нашим разъемам. То есть как выглядят эти разъемы? Эти разъемы вставлены в такие пазики, видите? То есть если вот этот вот пазик вынуть, то можно вот этот вот болтик раскрутить и присоединить сюда провод, ставить его вот в эту вот дырочку и прикрутить его обратно. Бывает такое, что провод в этом месте перегорел, и нужно просто его зачистить заново, вставить, прикрутить, и все будет работать. Бывает такое, что вилка из розетки, например, выпадает. В этом случае вот эти вот отверстия очень большие. То есть, если туда очень часто что-то вставлять, то отверстие увеличивается. Вот. Для того, чтобы это дело исправить, нужно просто его прижать, например, плоскогубцами, и таким образом как бы сплюснуть эту дырочку. Тогда туда вилочка будет вставляться очень аккуратненько. Как идут провода? Смотрите, один провод, в данном случае, вот видите, синий, я подключил к одной вот клеммочке, второй коричневый я подключил к другой клеммочке. Здесь у меня идет просто состыковка двух проводов. В принципе, можно было сделать это и напрямую без вот этой вот состыковки. Просто я почему-то в тот раз решил сэкономить время. Цветной провод, желто-зеленый вот этот, это всегда земляной провод, он подключается к земле. Земля у нас находится где? Вот эти вот вещи, усики в удлинителях, это земля. Для квартир, где есть заземление, это очень необходимая вещь. Если у вас, допустим, что-то происходит, там какое-то короткое замыкание или что-нибудь еще, боже упаси, то это все уходит в землю и все остаются живы-здоровы. И не происходит никаких взрывов. То есть вот идет эта клеммочка земляная. Вот. И вот сюда вот мы подключаем желто-зеленый провод. Это всегда земля, запомните, пожалуйста. А синий и коричневый. Синий это 0, а коричневый это фаза. Вот. Если у вас что-то не так, как здесь, например, ну или провода, грубо говоря, не доходят до этих пластиночек, их то просто нужно сюда прикрутить, зачистить и прикрутить. И собираем удлинитель обратно, то есть просто закручиваем наши болтики. Вот. Очень важно, чтобы все село на свое место, чтобы нигде провода не торчали. Если вы провод вставляете в разъемчик, который я вам показывал, он обязательно там должен заходить полностью, и волоски из него не должны торчать ни на миллиметр желательно. Полностью вся зачищенная часть должна находиться в зажиме. Для чего? Для того, чтобы эти волоски не коротнули со второй пластинкой. Если там что-то с чем-то будет коротить, то у вас может удлинитель попросту загореться. Вот, на самом деле это очень просто. Сейчас я вам покажу, как зачищается провод и как можно найти место, в котором у вас произошла какая-то неприятность в удлинителе. Что для этого делается? Берем провод. Вот. Провод обыкновенный. Если в удлинителе, например, нету света, берем лампочку, втыкаем в удлинитель и включаем свет.
свет не горит. И начинаем провод немножечко вот так вот изгибать. В какой-то момент лампочка может засветиться. Это значит, что в этом месте у вас нарушен контакт. Вы его двигаете, она у вас светится, не светится, светится, не светится. То есть, значит, здесь у вас где-то есть перегиб. Что нужно сделать для того, чтобы этого не было, для того, чтобы это починить? Итак, берем провод в месте перегиба, где вы нашли изъян, где у вас моргает лампочка, грубо говоря. Берем кусачки. Это могут быть плоскогубцы, режущие, могут быть кусачки. Обязательно, опять же, проверьте, не подключен ли он у вас к сети. Он должен быть выключен. Перекусываем. Перекусили. Раз. После того, как мы перекусили, нужно провод зачистить с той стороны и с другой стороны. И определить, где у нас неисправность. Для того, чтобы зачистить провод, берем ножик. Утапливаем его немножечко в нашу изоляцию. Так, чтобы не перерубить провода, которые находятся внизу. И вот так вот потихонечку проворачиваем по кругу. Вот, получился такой надрезик. Вот, после того, как мы сделаем такой надрезик, от него вот так вот утапливаем. Я вам покажу, как это делается правильно, но может кто-то знает, как это сделать лучшим образом. То есть немножечко утапливаем туда лезвие и ведем по нашей изоляции. И в конце делаем такой резкий надрез. Что получается? Провод мы открываем. Раз. Вот у нас с одной стороны изоляция, с другой стороны провода. А потом вот так вот ведем. И вот в месте, где у нас провод, просто вот так вот отрывается, и получается такой вот ровненький срез, видите, то есть без заусенцев. Как провода зачищаются, смотрите, то есть вот есть у меня два провода. Для того, чтобы его зачистить, можно сделать это ножом, можно сделать кусачками. Сейчас покажу и так, и так. Кусачками берем часть провода и немножечко вот так вот обкусываем, буквально чуть-чуть. А потом вот так вот пальцем давим. И вот изоляция снята. Так, как это делается ножом? Для того, чтобы снять ножом, делаем то же самое, как мы делали наверху с изоляцией. Немножечко проворачиваем вот так вот слегка и надрезаем. То есть тут уже в принципе изоляция снято будет сейчас. Вот, а потом вот так вот ножиком просто вот ведем в сторону, и изоляция снимается. Но ножом надо аккуратно, потому что можно порезаться. Зачищаем провод таким образом с двух сторон, как вам удобно. Либо это может быть ножик канцелярский, например, либо это могут быть кусачки. Ну, я лично всегда пользуюсь кусачками. Это получается очень быстро, и можно очень много проводов одновременно зачистить. После того, как зачистили провода, их нужно скрутить. Как это делается? То есть, либо берем вот так вот, перекрещиваем провода и вот так вот их скручиваем, буквально вот спиралечкой. Это неправильная скрутка, но такая очень надежная в принципе. Потом можно вот так вот прижать и перемотать изолентой. Вот. Либо же есть второй способ, он более правильный и надежный. Сейчас я вам покажу тоже, как это делается. Сейчас я вам покажу на синих. Вот. Ставим где-то чуть-чуть ближе, чем к началу. Он занимает намного меньше места, как скрутка, и намного красивее. Он более грамотный в качестве электрики. То есть берем, вот так вот, начинаем сначала одним проводом, обматываем вот здесь вот раз. Намотали. Вот. А потом вторым проводом наматываем с другой стороны. Так же самое. Вокруг оси. Это более правильная скрутка, и она занимает намного меньше места. То есть она занимает вот все, что она занимает. Вот я вам для примеров сейчас покажу, сколько места занимает обычная кустарная скрутка. То есть скрутили два провода. То есть здесь у нас получается, видите, толстый провод, а здесь тоненький и аккуратный. Значит, как скручивать провода? То есть сначала вы скрутили, потом начинаем изолировать. Как они изолируются?
берете изоленту, находите ее край. Это обычно самое трудное в этом. Найти край изоленты. Остальное уже, как говорится, как по маслу. Первых 100 лет тяжело, а потом как по маслу. Итак, вот так вот изолируйте проводочки. Аккуратненько перематывайте. Перематывайте. И вот видите, такая скрутка, которую я вам указал вторым правильным способом, она занимает место фактически немного. Как будто вы просто провод взяли и перемотали изолентой. И вот я вам сейчас покажу, сколько будет занимать место вторая скрутка. Это просто можно оторвать, можно отрезать, кому как нравится. Ножницами, кусачками или просто пальчиками, отрывачками. Снова делаем кустарную скрутку. Так вот раз. И начинаем перематывать теперь. Так же самое. Раз. 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 И чем больше жил у вас в проводе, тем лучше будет видна разница в толщине. Но я обычно отрываю, но можно и откусывать. То есть, видите, одна потолще, другая потоньше. Но обе скрутки по надежности абсолютно одинаковые. Если у вас есть термокембрик, его одевайте прежде чем сделать скрутку, потом обжигайте. Но это уже для более профессионального вида монтажа. После того, как вы соединили два провода, все это перематывается также изолентой. Для того, чтобы это было надежно. Во-первых, это как бы более-менее эстетично, что ли, выглядит. А во-вторых, оно более надежно, потому что как-никак оно скрепляет между собой два провода, и это более надежное соединение. Вот так вот скрепляете. Это все вы делаете после того, как вы нашли, в каком месте у вас проблема. То есть не было контакта, какой-то из проводов был порван. После того, как вы нашли, где он у вас оборвался, заново разрезали, скрутили и вуаля, ремонт закончен. То есть выглядит он так. Если делать это все более грамотно, можно это сделать все на термокембриках, но это уже для более опытных пользователей. С вами был Валентин, я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео на моем канале. Всем пока!